Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! На канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы» новые видео. Инжиры уже укутаны, им не страшны вот эти морозы с сильными ветрами. А гранаты я оставляю на более поздний период. Ну, через пару дней не получается сразу все сделать. Я гранаты сейчас проведу обрезку и тоже подготовлю к тому, чтобы их обязательно также укутать. И сделать им домики-цилиндры. Перед тем, как снова же укрывать гранат, я обрезаю вот эти порослевые веточки. Это с двух у меня гранатов остались. И обрезаю боковые. Вот гранат очень колючий, поэтому я боковые, чтобы не испортить агроволокно и вообще, чтобы не поколоться, я их тоже обрезаю. Ну, это в основном у меня такая обрезка перед закладкой их на хранение зимнее, то есть перед поселением в зимние квартирки, которые я называю квартирки-цилиндры. Здесь та же самая история, то же самое цилиндры создаю. И вот так вот сначала завязываю. Это легко, в принципе, сделать. Одну ветку завязываю. И потом натягиваю, стягиваю вот это дерево насколько можно. Дальше будет слой верхний. Стягиваю, еще больше стягиваться будет. Потом можно повторить внизу, потому что здесь будет растяжка уже очень слабенькой. Вот. Можно просто уменьшить этот цилиндрик. Но все равно цилиндр должен быть вот на уровне идти, вот на уровне вот этих веток боковых. Он не должен быть меньше. Земля и верх цилиндра должна быть одинаковая. Сейчас я даже на рисунке покажу и объясню, что и почему, как я к этому пришла. Вот я в разрезе сделала рисунок своей конструкции домика. Гранаты и инжиры живут вот в таких домиках. Принцип такой. Земля все время дает тепло. Постоянно она дает тепло. И здесь, даже если сверху замерзает, то здесь все равно есть тепло. Поэтому что я делаю? Вот оно у меня растение. Я не вот так укрываю их. Если вот так укрыть, то получается, что замерзает, и получается здесь нету тепла, не поступает тепло. Тепло с земли, получается, идет. Именно я выставляю в таком положении все веточки или стеблей, цветов, или же бамбук. Можно, я видела, как камыш тоже используют, вот вкладывают вот эти сухие стебли. И вот здесь воздух идет между этими стеблями и возле веток поднимается вверх. И здесь постоянно вот эта квартирка наполнена теплом. Даже если сильно большой минус, все равно здесь тепло. Здесь все время, да, вот если за этим вот синий, это уже мороз, это у нас закрыт домик полностью, здесь все равно такой микроклимат сохраняется жизненный, и растение продолжает жить, формировать почечки для плодов и для листиков. Ну и корневая система продолжает работать. В общем, этот принцип такой, что нужно обязательно укрывать. Причем инжиры выдерживают до минус 11, а гранаты до минус 18. И я вот первыми инжиры укрываю, а гранаты вот оставляю их чуть-чуть позже, но не успеваю просто. И укрываю обязательно еще при таких температурах минусовых, чтобы не замерзли веточки, не промерзла земля. И вот таким образом я снова же укрываю, связываю вот лентой капельного орошения все ветки, как я уже показывала. И сюда вот закладываю, постоянно закладываю все стебли. И получается, начинаю здесь картонки, завязываю картоночки, ткани старые, коврики, все, что есть, которое дает тепло, сохраняет тепло. Самое главное, первый слой не должен быть пленкой. Пленка самый последний слой. Затем я укрываю агроволокном. И после этого только укрываю старой пленкой. Пленка у меня не плотная, пленка у меня
немножечко дырявая, это тоже дает возможность дышать еще воздухом, и если лишняя влага, то, конечно, она уходит через эти дырочки. То есть растение, получается, имеет доступ тепла постоянного, укрыто. Внизу я тоже присыпаю и ставлю камни. У меня здесь нету поддувания ветра. И здесь как раз опилки помогают тоже сохранить вот где-то вот такую часть. Тоже земля не промерзает. Растение постоянно себе находится в тепле, в домике. Тепло, которое поднимается, оно снова же здесь остается. И растение нормально себя чувствует. Именно такой способ помог мне сохранить деревья. Я с 2006 года пробовала инжир выращивать, он все время у меня вымерзал. Я закутывала, тоже завязывала, но закутывала вот так. И получалось, что промерзало все равно, потому что у нас уже даже на юге уже солидные морозы. Если минус 17 с ветром, то это очень быстро вымерзает. И в общем, получается, что где-то корни остаются, выбивают, и осенью только можно получить зеленые листья. И, может быть, маленькие закладки таких плодиков. То же самое с гранатом. Листья зеленые, пока выбит летом проживет. И листьями покрасуется, новые веточки сформирует. На этом заканчивалась вся история с этими растениями. Поэтому вот такой способ, пусть он трудный, очень трудоемкий, очень сложный, но это позволяет сохранить моих любимцев, которые радуют хорошим урожаем, вкусными витаминными плодами. Итак, завершаю уже закрывать. На этом просто заканчиваю, потому что уже вечер. Съемки будут уже следующие завтра. Поэтому на сегодня со взрослыми гранатами у меня вот такая история завершена. Раиса Горяченко желает вам радости, счастья, удачи, мира и добра в ваших домах.